Почему на картинах Марка Шагала люди летают? Марк Шагал – еврейский художник, который остался верен своей национальности, самобытности вне зависимости от места его постоянного проживания. Шагал всегда был евреем, и неважно где – в России, во Франции или Америке. Он создал собственный стиль в живописи, в котором нашло отражение главное в жизни художника. Любовь к родному Витебску. Во всех пейзажах, даже парижских, было нечто схожее с его местом, где он родился. Любовь к своей жене Белле, которую Шагал воплотил во множестве образов на своих полотнах. Он часто применял чистые яркие цвета и играл с законами композиции, использовал образы животных, придавая им человеческие черты. А еще на его картинах люди летают. Словно радость жизни и возвышенное стремление преодолевают земное тяготение. И во всех своих работах Шагал искренне любил тех, кого писал. Это важно. Нельзя рассматривать его творчество в отрыве от любви. Она была главной в жизни художника, а творчество во многом лишь способ запечатлеть ее на холсте. Работы Шагала сложно отнести к одному художественному направлению. Он многогранен. Писал и в стиле сюрреализма, и экспрессионизма, и кубизма. Хотя некоторые критики для упрощения все же считают Шагала сюрреалистом, поскольку многие его работы написаны именно в данном художественном направлении. Марк Шагал родом из Витебска. Отец был приказчиком и желал, чтобы его сын стал бухгалтером, и в крайнем случае приказчиком, если для серьезной и уважаемой работы бухгалтером не хватит способностей. А Шагал больше всего любил рисовать. Все стены в его комнате были увешаны рисунками. Однажды к его отцу пришел приятель, посмотрел на рисунки Марка и посоветовал отдать его в ученики к какому-нибудь художнику. Вдруг толк выйдет. Художество для семьи Марка Шагала было нечто из иного мира. Отец был поначалу категорически против, и лишь после долгих скандалов согласился на школу живописи Юделя Пена. Скромность – это явно не про Шагала. Уже в 15 лет тот искренне считал, что вполне себе мастеровитый художник его уже ничему научить не сможет. Нужен гений уровня Рембрандта, но где в провинции Витебске можно его найти? Шагал выпрашивал деньги у родителей на поездку в Петербургскую академию художеств. Отец, скрипя сердцем, соглашается. Он уже смирился с тем, что хорошего бухгалтера из его неуступчивого сына не получится. Вот только экзамен сдать ему не получается, и это был сильный удар по самолюбию. Хотя, может, оно и к лучшему, что все так получилось. Сдай Шагал экзамен, получился бы из него вполне заурядный живописец с запредельным самомнением, которое не всегда идет на пользу творчеству. Опустошенный Шагал вернулся в родной Витебск. Не найдя себе места, он бродил по улицам и молил: «Господи, яви мне свой путь. Я не хочу писать, как все остальные, я хочу быть особенным». Воистину, Господь услышал его молитвы. Вскоре в Витебск приехала из Петербурга Берта Розенфельд, которую все впоследствии будут знать как Белла Шагал. Вначале они оба себя считали законченными неудачниками. Но когда они встретились, то нашли родственную душу. Это была любовь с первого взгляда. Шагал понял, именно эта девушка и станет его женой. По его воспоминаниям, уже при первой встрече она как будто знала все о его детстве, нынешней жизни и то, что ждет в будущем. Такое единение душ у незнакомых людей представить было сложно. Именно после этой встречи Шагал настолько поверил в себя, что вновь едет в Петербург, на сей раз к художнику Леону Баксту. Тот оценил талантливого юношу и даже оплачивал его учебу. У отца Марка Шагала терпение лопнуло, и в деньгах тот отказал. А в 1910 году Шагал едет вместе со своим учителем в Париж, в вотчину художников. Там творят Эдгар Дега, Пьер-Агюст Ренуар, Клод Моне. Там есть чему учиться и как выразить себя. Исчез стеснительный Мойша Шагал. Мойша – его первое еврейское имя, теперь он Марк. Художник с большими амбициями и желаниями воплотить их в жизнь. Он проводит все свободное время в Лувре, изучает картины выдающихся художников, в частности Делакруа и Ван Гога. Именно в Париже Шагал начинает писать по-своему, согласно своему видению.
нарушая все законы композиции и физики. Лишь чистый авторский взгляд имеет значение. Шагал был очень плохим учеником. Он, как и Архип Куинджи, предпочитал до всего доходить своим умом, все делать по-своему. Спустя 4 года Марк возвращается в Витебск. Вначале на свадьбу сестры, а потом он сыграл и собственную, взял в жены свою ненаглядную Беллу. 3000 различных картин, рисунков и набросков будут посвящены ее образу, и все летящие женщины – это Белла. Так ее воспринимал сам Шагал. Революцию 1917 года Шагал вначале принял с вдохновением. Он не забыл чванливое пренебрежение со стороны преподавателей Академии художеств, заваливших ему экзамен, не любил, что говорят: вот его жена, дочка успешного ювелира, а он всего лишь сын приказчика, и вообще, она могла найти себе жениха побогаче и посолиднее. Шагал организовывает в Витебске свою школу живописи. Вот только он не хочет учить учеников чисто техническим деталям, предпочитая давать полную волю творчества. Но не все были такие талантливые, как Шагал, большинство из них себя никак не проявили. А еще творчество Шагала не устраивает новую власть. От него не требовали соцреализма, а вот писать в плакатно-авангардистской манере он был обязан. Зачем нужны какие-то летающие женщины, виды Витебска? Все это искусство уже устарело, а Шагала называют старомодным приверженцем буржуазной живописи. Его жена все чаще предлагает уехать в Париж, и Шагал соглашается с ее просьбами. В Париж они переехали в 1923 году и были по-настоящему счастливы. Шагал писал востребованные картины, Белла воспитывала детей. Но наступила Вторая мировая война, и супруги переезжают в США. Возможно, этот поступок труса, но Шагал был художником, а не военным, и искренне переживал за все происходящее в Европе. В 1944 году, почти перед самым возвращением в Париж, его жена умирает от скоротечного вирусного заболевания. Шагал тоскует страшно. Он ничего не пишет, поскольку не видит в этом смысла, и уже находится на грани жизни и смерти. Его спасла дочь, Ида. Увлекла созданием иллюстраций и познакомила с Вирджинией Хаггард, женщиной, очень похожей на Беллу, только моложе на 20 лет. Они вернулись вместе в Париж, но вскоре Вирджиния изменила престарелому художнику с молодым фотографом. От Беллы у нее было лишь лицо. Последняя любовь Марка Шагала – Валентина Бродская. Ее вновь нашла Ида, которой не терпелось обустроить личную жизнь отца, прекрасно понимала, что без любви он жить не может. Валентину очень не любили многие искусствоведы, считали, что она деспотична и влияет на его творчество, рассорила со многими друзьями. Вот только сам Шагал Валентину искренне любил. Она создала идеальные условия для работы, была не музой, а отличным менеджером и заботливой нянькой. А Шагалу осталось только писать свои картины. Благо, благодаря стараниям Валентины, его картины постоянно росли в цене и были очень востребованы. Они прожили в Париже до самой смерти Марка. Он всю жизнь отвергающий законы гравитации на своих картинах и умер в лифте, словно пытался в очередной раз оторваться от Земли. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.